Всех приветствую на канале Чуча ТВ. С вами Макс. Сегодня у нас на обзоре 3D принтер от компании Tronxy. Если вы помните, недавно я делал обзор на Tronxy XY2 Pro. Вот эту замечательную машинку. Стоимость ее порядка $180. Но учитывая те комплектующие, которые стоят изначально с завода, очень мощную надежную раму, жесткие качественные каретки, неплохую электронику, а также огромнейшую область печати 255 на 255, учитывая его небольшую стоимость, то, честно говоря, данный принтер может конкурировать практически с любым подобным девайсом в этом ценовом диапазоне. Но как и в любом другом недорогом подобном принтере, здесь также есть недостатки. Первым главным недостатком является отсутствие второй оси Z, которую мы с вами успешно сами поставили. Второй же недостаток – это не особо качественная подложка на стол. Я ее тоже заменил и поставил магнитную на PE основе. Ну и самый главный недостаток – это установленная изначально с завода Bowden система. Дело в том, что на пружиноподобных принтерах ставить Bowden систему совершенно нет смысла, потому что все равно узким местом у этого принтера является тяжелый стол. Но самое главное, друзья, что специалисты из компании Tronxy прислушались к нашей критике, к нашим замечаниям и внесли изменения в новую версию этого принтера Tronxy XY3 Pro, о котором сегодня и пойдет речь. Вот такая вот, друзья, громадина пришла ко мне из Китая. И сегодня мы ее распакуем и посмотрим, что же нам предлагает компания Tronxy взамен Tronxy XY2 Pro. Давайте откроем нашу посылочку. Как мы видим, очень все хорошо, надежно упаковано. В комплекте у нас идет бобина пилопластика заводская, крепление для бобины плюс датчик окончания филамента, провод, флешка с SD-картой на 8 гигабайт, шпатель, провод для соединения с ПК, переходник для шлейфа, шестигранники, винты, скрепки и дополнительные инструменты в виде ключика, шестигранника удобного с ручкой и отверточки. А еще положили 5 штук запасных сопел плюс тефлоновую трубочку. Открываем еще одну крышку. В комплекте у нас идет инструкция для ультрабазы от Tronxy. Как ею пользоваться, как снимать детали, чтобы не повредить ее, как правильно калибровать стол, чтобы тоже не повредить ультрабазу. Ну и, конечно же, полная инструкция по сборке нашего Tronxy XY2 Pro. Еще раз хочу отметить, что это именно вторая версия, со всеми модификациями и улучшениями. И здесь очень подробно все рассказано, показано на картинках. Как собирать, как настраивать, как менять и так далее. Ультрабаза представляет собой достаточно толстое стекло толщиной 4 мм. При этом размер области печати у нас составляет 310 на 310. Поэтому такой вот огромный стол пригодится любому 3D печатнику. Достаем портал с осью Z. Надеюсь, что все собрано правильно и нам не придется его лишний раз перенастраивать. Ну и, конечно же, сердце нашего принтера — это электроника плюс сам рабочий стол. Отдельно в коробке лежит печатающая голова. О ней расскажем поподробнее чуть позже. Внешний вид поддона мне очень нравится. Корпус согнут из 1,5 мм металлического листа методом гибки и сварки. То есть все швы полностью проварены, зачищены и покрашены порошковой краской. Обратите внимание, здесь установлено 6 ножек. Они все резиновые, видите, прогибаются, а значит будут хорошо гасить вибрации. Разработчики прислушались к нашим замечаниям и видите, сколько нарезали отверстий, чтобы воздух у нас хорошо циркулировал. Давайте открутим и посмотрим, что под капотом. Так, здесь мы видим, что проводка у нас раскидана неплохо. Есть специальные фиксаторы, чтобы собрать все вместе. Также все связано с тяжечками. И нигде ничего не болтается, не висит, и это очень хорошо. Установлен блок питания на 24 вольта 360 ватт. Надеюсь, что этой мощности хватит, чтобы запитать и полностью всю систему и прогреть достаточно большой стол. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим на материнскую плату. В данном случае используется стандартная плата, как на Tronxy XY2 Pro, CXY V6 191121. Но в отличие от предыдущего принтера, здесь установлен качественный микроконтроллер STM32F446Z6, у которого и памяти 512, и частота 180 МГц. То есть он более шустрый, более интересный. Как говорится, по традиции, компания Tronxy решила в целях экономии оставить распаянные драйвера, потому что съемные будут стоить дороже. По умолчанию, скорее всего, стоят здесь 22-25. Здесь также присутствует место под еще один драйвер для подключения второго экструдера. Но он не впаян, нам придется его самим припаять. Ну и, конечно же, два разъема под две оси Z. Да, вы не ослышались, на данном принтере установлено изначально две оси Z. Это очень хорошо. На базе данной платы, скорее всего, стоит прошивка Qi2. Это заводская Tronxy прошивка, но мы ее можем, в принципе, всегда поменять на более удобную Marlin, что и сделаем в следующем обзоре.
Для обдува наших драйверов установлен вентилятор 40×10. С одной стороны решение неплохое, но не стоит забывать о вот таком вот шлейфе, который у нас будет перекрывать часть воздуха. И, соответственно, не все драйвера будут хорошенько обдуваться. Но учитывая то, что драйвера TMC2225 достаточно живучие, особо не боятся перегрева, то в принципе проблем не должно быть. Но все-таки хотелось бы, чтобы обдув материнской платы был немножко получше. В целом могу сказать, что компоновка у нас стандартная, реализована очень неплохо. Здесь хороший толстый металл, хорошо сбита конструкция, уложено все аккуратненько, ничего нигде не висит, не мешает. Ну и самое главное, что есть небольшой бонус в качестве более быстрого микроконтроллера. Давайте перевернем и посмотрим на расположение тех или иных кнопок. Здесь у нас мы видим переключение 110 на 220 вольт. В данном случае по умолчанию стоит 220. Спереди у нас чистая панель с TFT экраном. С правой стороны принтера у нас находится штекер, кнопка питания, подключение к ПК и, конечно же, разъем под SD-карту. Давайте достанем нашу SD-карту на 8 гигабайт и проверим, как она вставляется. Например, в том же летающем медведе есть зазоры в посадочных местах, из-за чего карту можно просто случайно утопить вовнутрь корпуса. Здесь у нас таких зазоров нет. Это значит, что вы никак не промахнетесь и попадете именно так, как надо. И самое главное, друзья, что разъем теперь находится с правой стороны. В отличие, например, от Tronxy XY2 Pro, где этот разъем находился сзади принтера. Это было просто дико неудобно. Здесь у нас все расположено так, как надо. И за это, конечно, огромный лайк. Теперь переходим к самому важному. Это механики этого принтера. Посмотрим, как она устроена. Надежно ли? Стоит ли ее повторно настраивать, как, например, в том же Tronxy XY2 Pro, более младшей модели. К каретке принтера стол прикручен на 4 барашка. Давайте открутим. И о чудо, ребята, обратите внимание, здесь у нас практически вся поверхность стола покрыта теплоизоляцией. Но в то же время есть и недостатки. Посмотрите на эти углубления в нашей теплоизоляции. Это следы от винтов, которые крепят каретку. То есть получается, что эти винты продавили нам практически до самого стола. Вот такие вот пружины мы поставим вместо заводских. Они, во-первых, длиннее и более жесткие, чем заводские. Толщина алюминиевого стола 2,9 мм. Проверить его ровность можно будет после того, как мы поставим уже на принтер. Включим нагрев и на горячую, тогда можно будет узнать, насколько он действительно будет ровный. Так как область печати у нас огромная, производитель решил применить здесь два профиля 20 на 20 и разместить по 3 ролика с каждой стороны. Проверяем ход работы нашей каретки. Если она движется без закусываний, значит все хорошо. Достаточно мягкий и плавный ход. Чем шире профиля находятся друг от друга, тем меньше у нас будет перекосов. Также в данном принтере реализована система натяжения. Она размещена позади принтера. Если в процессе сборки окажется, что у вас каретка немножко подзаедает, вам нужно сделать следующее. Откручиваем вот этот винт и вот этот вот крайний. После этого шестигранником откручиваем винт, который крепит профиль 20 на 20 к раме. Перемещаем каретку в заднюю часть. И вот здесь вот фиксируем винт. Потом перемещаем в обратную сторону. И также здесь фиксируем винтом. Проверяем ход движения каретки. Закусываний нет. Можем уже окончательно зафиксировать этот винт. То есть благодаря такой манипуляции мы с вами полностью выставили параллельность этих двух балок между собой. Как видите, настройка нашего стола очень простая. С механикой оси Y мы разобрались. Здесь никаких проблем нет. Сделано действительно очень классно. Поэтому можем вернуть назад наш стол. Барашки мы поставили. Обратите внимание, как высоко установлен у нас стол. При необходимости мы можем откалибровать его значительно ниже. Самое главное, что стол у нас не прогибается и конструкция максимально монолитная. На следующем этапе сборки мы устанавливаем вот такой вот огромный портал. И сразу хочу отметить, что он у нас полностью в сборе. Насколько качественно он собран, сейчас мы проверим. Но сперва давайте его поставим. Для этого есть специальный посадочный мест. Фиксируем на раме винтом М4-8. На данном этапе мы просто наживляем винты, но не фиксируем окончательно. А теперь, уважаемые зрители, один из самых ответственных моментов. Нам нужно портал выставить максимально перпендикулярно. Но мы ориентируемся не по столу, а именно по направляющим оси Y 20 на 20. Которые установлены на корпусе. Берем вот такую вот параллельную ровную поверхность. В данном случае я буду использовать обычный уровень. Устанавливаем на оба профиля 20 на 20. Берем теперь второй уголок. Устанавливаем на ровную поверхность.
и аккуратненько подводим к вертикальному профилю. Внизу у нас есть достаточно большой зазор, где-то в районе 1 мм. Это значит, что угол 90 градусов не соблюдается. Поэтому отодвигаем и винтом фиксируем. И вот посмотрите, уголок встал на свое место. Угол 90 градусов теперь полностью соблюдается. Точно такие же действия проводим и со второй направляющей. После того, как мы выставили перпендикулярность обоих направляющих, давайте проверим, что вся механика оси Z работает исправно. Для этого проверяем с этой стороны, нет ли вертикального люфта. Мы слышим характерный звук, то есть люфт присутствует. То же самое производим и со второй стороны. И здесь люфт даже чуть побольше. Также давайте опустим портал вниз. Если вы почувствуете, что в каком-то положении или вверху, или внизу портал идет более тяжело, вот как сейчас, это значит, что наши вертикальные профиля 20×40 размещены не параллельно относительно друг друга. Поэтому каретки у нас и заедают. Но сразу хочу отметить, что параллельность настраивается очень легко с помощью вот такой вот верхней балки 20×20. Как я говорил ранее, в этом принтере установлено 2 оси Z. И это очень важно, особенно для такой вот большой области печати. Это огромный плюс. При этом сверху реализована синхронизация с замкнутым ремнем. И это тоже, друзья, правильное решение. Ведь после отключения питания моторы уже не будут работать в режиме ожидания. А значит, наш портал может со временем перекоситься. А ремень GT2 не позволит это сделать. Как видите, портал реализован на 3 роликах OpenBuild с каждой из сторон. Первым делом давайте проверим соосность и устраним все люфты. Люфт у нас возникает из-за того, что установлена латуневая втулка, в которой резьба немного прослаблена. Видите, вал у нас прокручивается, а портал стоит на месте. Я, например, буду использовать вот такие вот нейлоновые втулки, у которых совершенно отсутствует люфт. Некоторые могут подсчитать, что под своим весом этот люфт будет полностью выбираться. Но это не так. В отличие от Tronx XY2 Pro, где только одна ось Z, здесь используются 2 оси Z. И поэтому любое смещение или перекос Т8 винта будет как раз наблюдаться этот эффект, когда винт крутится, а портал стоит на месте. Поэтому в данном случае однозначно меняем на качественные втулки. Чтобы портал не падал, пока мы разбираем только один Т8 винт. Берем дрель, берем длинный винт. Это очень хорошо, друзья, что биения практически нет. Но вот чего не скажешь о самой втулке. Она люфтит и в стороны, и вверх-вниз. И достаточно сильно. Давайте снимем вторую ось. Просто отличная геометрия, винт второй у нас тоже ровный, и это действительно огромный респект компании Tronx. Как я говорил ранее, при опускании портала он начинает заедать внизу. То есть расстояние внизу между этими профилями значительно больше, чем вверху. Если развернуть принтер, мы видим, что вертикальные стойки крепятся к раме с помощью винтов М5-10. Поэтому наша задача немножко сместить профиль в эту сторону. И после этого снова зафиксировать винтом. То есть уменьшаем расстояние между двумя профилями, тем самым их делая параллельно. Снова проверяем легкость хода нашего портала по оси Z. И видим, как он легко теперь перемещается. Но на этом еще настройка не заканчивается. На каждом внутреннем ролике присутствует специальный регулировочный шестигранник, так называемый эксцентрик, проворачивая который мы смещаем центр и тем самым поджимаем ролик к нашему профилю. Такую же настройку производим и с этой стороны. Ну и в завершении делаем параллельность. Для этого сверху откручиваем винты, которые служат крепежом нашей верхней балки, профилю 20×20. Поднимая портал вверх, мы тем самым выравниваем расстояние между этими двумя вертикальными стойками. И вот в верхнем положении можем зафиксировать нашу балку. Теперь делаем проверку. Он легко достаточно двигается, и это очень хорошо. Теперь остается только установить назад Т8 винты и тоже их правильно выставить. Берем наш Т8 винт. Вставляем. Сразу давайте оденем нейлоновую втулочку и установим в нашу муфту. Если приподнять портал, мы видим, что каретка оси Z трется о Т8 винт. Немного откручиваем винты, которые крепят мотор. Видите, мотор у нас свободно перемещается. Смещаем его относительно центра каретки. И снова фиксируем. Как вы уже заметили, крепление моторов здесь реализовано по-другому, чем на Tronx XY2 Pro. Здесь же у нас сделали специальный такой вот вырез. С помощью отвертки я прогнул нижнюю пластину, тем самым выставил в плоскости именно так, чтобы соосность мотора, муфты и Т8 винта была максимально параллельна, во-первых, самому вертикальному профилю 20×40, а также относительно отверстия на каретке нашего портала. Теперь Т8 винт не трется о каретку. Такую же процедуру мне предстоит сделать и со второй осью. Я считаю, что инженерам из Tronx стоит пересмотреть это крепление, вообще отрезать эту пластину
и вместо нее поставить вот старое крепление, которое установлено на Tronx XY2 Pro. Но естественно не из пластика, а из фрезерованного металла. Тогда мы получим максимально правильный угол 90 градусов. И самое главное, сможем регулировать и соосность, и положение мотора, и это позволит сэкономить огромное количество времени. Поэтому надеюсь, что компания Tronxy отреагирует на это замечание и внесет изменения. Теперь давайте установим безлюфтовую нейлоновую втулку взамен латунной. С помощью винта М3 прикручиваем. И обратите внимание, прокручивая совершенно немножко муфту, наш портал все равно двигается. Это значит о том, что никаких люфтов нет, отклонений нет, как это было ранее. Вторую Z я также настроил и установил нейлоновую втулку. Теперь наша задача приподнять портал в самый верх. Если взяться за портал и постараться его поднять, мы видим, как поднимается у нас портал достаточно легко. Мы подняли портал вверх не просто так. Предварительно устанавливаем шкивы. Одеваем ремень синхронизации. После этого одеваем подшипниковый механизм, который будет удерживать соосность нашего Т8 винта. Выставляем и шестигранником фиксируем на профиле. На мое удивление, компания Tronxy очень хорошо просчитала размер ремня. В данном случае этот ремень выполняет пассивную функцию. Он начинает работать только после того, когда отключается питание. Во время печати самого принтера здесь уже включаются в работу драйвера по каждому из моторов оси Z. И вот посмотрите, прокручивая один винт, у нас прокручивается второй автоматически. А теперь давайте проверим работу нашей механики. В отличие от латунных втулок, у нас стоят нейлоновые. Давайте попытаемся провернуть наш Т8 винт буквально на какие-то доли миллиметра. То есть при малейшем повороте портал все равно движется. При латунных втулках у нас портал стоял на месте. Также давайте проверим работу механики на опускание портала. Мы видим, что он опускается без каких-либо проблем и заеданий. И это радует. Итак, уважаемые зрители, давайте рассмотрим, как же реализован портал оси X. И почему наша голова вот так вот отдельно находится от принтера. Дело в том, что эта голова у нас полностью съемная, взаимозаменяемая. Такую идею я уже давно думал реализовать на одном из своих принтеров. Но компания Tronxy опередила меня и сделала это очень даже интересно. Вот так выглядит корпус под хот-энд. Толщина металла у нас составляет 1,5 мм. Есть специальные вырезы под циркуляцию воздуха. Вес этого девайса порядка 700 грамм. Но в этом и есть преимущество прошеподобных принтеров, что вес головы не особо-то и критичен. Ведь все равно узким местом нашего принтера является более тяжелый стол. Вес этого стола с такой областью печати и с каретками составляет порядка 1600-1700 грамм. Так что, учитывая эти параметры, на ось X можно поставить хоть два таких директ-экструдера, и все равно будет слабым звеном у нас более тяжелый стол. Теперь что же касается самого крепления. Оно очень простое. Есть две насечки и отверстие под крепление винтом. При этом, в отличие от Tronxy XY2 Pro, где ранее по оси X был установлен профиль 20 на 20, здесь ребята из Tronxy поставили действительно очень уникальное решение. Это специальная линейная направляющая на валах. Такое решение компания Tronxy применила на своем предыдущем принтере Tronxy X5SA Pro. В отличие от X5SA, где вес портала очень важен, здесь же у нас есть две оси Z, которые удерживают эту тяжелую направляющую, и соответственно ее достаточно большой вес никаким образом не влияет на качество печати. Итак, что же представляет из себя эта направляющая? То есть это такой вот широкий профиль, на котором с обоих сторон установлены высокоточные калиброванные валы 6 мм. И по этим валам у нас перемещается каретка с металлическими роликами. За счет этого очень хорошо выбираются все абсолютно люфты. Снизу каретки мы видим специальные крепежи для фиксации ремня. Со стегнутым ремнем каретка ходит плавно. Но в то же время она очень жестко посажена на этом профиле. У нее совершенно нет никаких люфтов, потому что такую механику зачастую используют на ЧПУ станках, где нагрузки значительно больше, чем на 3D принтере. И на самом-то деле мне очень понравилось такое решение. Ребята из Tronxy действительно молодцы. Как я говорил, на этом принтере используется шлейфовая система. То есть все провода подводятся именно в виде шлейфов. Есть множество других принтеров, которые также используют именно подобное решение. И по сей день работают исправно. С помощью натяжителя делаем натяжение ремня по оси X. Ремень у нас идет под низом, а также в середине нашего профиля. Как я и говорил, крепится наша голова в специальные посадочные места. Здесь у нас вкручены два винта. В них мы устанавливаем, полностью фиксируем. И, кстати, уважаемые зрители, люфтов нет. Крепится монолитно. Реально очень классно. Вот этот вот огромный металлический кожух крепится тремя винтами к нашей пластине. И вот так вот снимается этот кожух. Вес его где-то порядка
150 грамм. Компания Tronxy наконец-то услышала нас с вами и реализовала Direct Extruder с подающим механизмом BMG и радиатором, похожим на E3DV6. Для обдува модели установлена турбинка 40×10. В принципе, этого должно быть достаточно, чтобы детали у нас не оплавлялись и получилась хорошая печать. Также обратите внимание на вот этот вот механизм. Это называется TR-сенсор, аналог индуктивного датчика. Но, как вы помните, датчик индуктивности работает только с металлом, поэтому невозможно было на Tronxy XY2 Pro поставить, например, стекло. То TR-сенсор в этом случае работает со всеми практическими видами поверхностей. В данном принтере используется именно ультрабаза. И обычный датчик индуктивности с ней бы не работал. А вот TR-сенсор будет работать без проблем. На подающем фидере у нас установлен короткий мотор, чтобы уменьшить вес. Также стоит специальная распределительная плата. Установлена здесь силиконовая защита и нагревательный блок от МК8. Ну и судя по внешнему виду, тефлоновый резьбовой термобарьер. Обдувается наш радиатор вентилятором 40×10. Используя специальный вот такой вот ключик, кстати, очень удобный, давайте открутим сопло и посмотрим, как установлена тефлоновая трубка. Сопло было закручено не очень плотно. Обратите внимание на тефлоновую трубку. Она немножко припаялась к самому соплу. Ну что ж, друзья, теперь давайте разберемся, почему возникла такая ситуация с соплом. И наша тефлоновая трубка запаялась внутри этого сопла. А причиной этому оказалась вот такая вот глубокая внутренняя фаска. Потому что в такую фаску будет, конечно же, заплавляться тефлоновая трубка. Поэтому мы сейчас делаем все правильно. Откручиваем нагревательный блок. Видите, у нас такой вот стеклянный термодатчик. Выкручиваем тефлоновый резьбовой термобарьер. И вместо нее берем более качественный термобарьер. Например, вот такой вот титан-медь. Но, как оказалось, друзья, вот этот термобарьер поставить я не могу. Потому что здесь резьба М6, а здесь резьба М7. То есть это, к сожалению, не стандартный радиатор. Поэтому в данном случае мне придется вернуть на место этот термобарьер и все-таки установить тефлоновую трубку. В принципе, эту проблему можно решить очень просто. Просверлить отверстие 6,5 и нарезать резьбу М7. Берем из комплекта тефлоновую трубку. Устанавливаем ее. Мы видим, что тефлона выпирает слишком много. Возьму я свой односторонний ножик и аккуратненько обрежу лишнее. Также каким-нибудь предметом поджимаем плотненько, чтобы она уселась. И вот, пожалуйста, она выпирает всего лишь на 0,2 мм. Когда мы установим сюда сопло, оно автоматически подожмет эту тефлоновую трубку, и она будет в постоянном натяжении с нашим соплом. Естественно, не будет зазоров, и пластик не будет вытекать наружу, сквозь резьбу. Чтобы не тратить время на засверливание отверстия диаметром 1,8 мм, я решил взять уже готовый нагревательный блок от Hotenda MK8. Так как здесь уже изначально установлено два отверстия под разные термодатчики, под 3 мм и под 1,8 мм. На Алиэкспресс он стоит копейки, так что каждый из вас может себе его прикупить. Также давайте подберем сопло, тоже укороченное, диаметром 0,4. И обратите внимание, что после закручивания между фланцем сопла и нагревательным блоком есть небольшой зазор. Это значит, что сопло полностью уперлось в наш термобарьер и, соответственно, прижало тефлоновую трубку. Теперь устанавливаем нагревательный блок и термодатчик. Как я и говорил, в этом нагревательном блоке отверстие полностью подходит под этот датчик. И вот, пожалуйста, мы собрали правильно наш Hotend на базе заводского радиатора и тефлонового термобарьера. Конечно, бы в идеале заменить этот радиатор на более правильный, чтобы в итоге можно было поставить вот такой вот термобарьер титан-медь. Ну и в такой комплектации на первое время нам тоже хватит. Также давайте проверим работу нашего подающего механизма. Как я говорил ранее, здесь установлен BMG. Прокручивая вот эту шестеренку, я чувствую, что она ходит достаточно легко, без заеданий, закусываний, и это очень хорошо. Откручиваем поджимной винт. Если посмотреть на внутреннюю геометрию фидера, мы видим, что есть определенные заокругления, но в целом, в принципе, геометрия более-менее нормальная. И гибкими филаментами можно печатать. А вот, ребята, человеческий фактор. Посмотрите на шестеренку. Она прокручивается буквально на четверть оборота. При этом главная шестерня у нас стоит на месте, то есть она не двигается. Дело в том, что на подающей шестеренке есть специально фиксирующий шестигранник, который всегда нужно перепроверять, независимо от того, какой бы принтер к вам ни приехал. И видите, уважаемые зрители, он не был закручен. И поэтому наша шестеренка гуляла. Теперь она вообще не люфтит и работает исправно. В целом могу сказать, что Direct Extruder собран неплохо. Возвращаем на место наш корпус. Перед тем, как установить нашу голову, давайте подключим шлейф контактами ближе к профилю и вставляем в специальный разъем. После этого зажимаем. Также не забываем поставить защитный силикон. На каретке установлены специальные два винта, в которые мы и устанавливаем съемную нашу голову. Сверху винтом
все это зажимаем. Отлично, никаких люфтов нет, голова сидит превосходно, и это радует. В отличие от предыдущих моделей, здесь используется ультрабаза, то есть она у нас просто ложится на рабочую поверхность и фиксируется специальными поджимами, которые сделаны в виде обычной скобы с винтом. Даже намного удобнее, чем обычные скрепки, которыми я пользовался ранее. Давайте подсоединим питание ко всем остальным элементам, устанавливаем защелку и фиксируем ее. Сетевой провод у нас неплохого качества, хорошо прорезиненный, толстый и, самое главное, очень длинный, 1,40 м. Иногда бывает, что принтера приезжают с коротким проводом, и это мега неудобно. Здесь же у нас все отлично. На верхнюю балку давайте установим держатель бобины. Он ставится на Т-образной гайкой. Также вы могли заметить, установлен датчик окончания филамента. Его мы тоже подключаем. Качество у этого филамента очень спорное, поэтому я даже не хочу тратить на него время и поставлю уже проверенный филамент от Plexivile. Это PG пластик серого цвета. Устанавливаем на держатель. Пропускаем через датчик окончания филамента. Со сборкой механики мы закончили. Остается только сделать настройку нашего стола, правильно его откалибровать, также проверить все системы, нагрев хот-энда, перемещение по осям, чтобы полностью удостовериться, что принтер готов к работе. Поэтому на боковой стороне нажимаем кнопку «Пуск». Сейчас шум работы принтера невысокий. Давайте взглянем на меню TFT экрана. Здесь у нас видим настроечки. Посмотрим, есть ли здесь Language. Вот это Language, выбираем русский язык и вуаля, все работает прекрасно. В меню система у нас есть статус, в каких позициях находится наша голова и полные параметры нагрева хот-энда, нагрева стола. Видим, что температура отражается, это значит, что термодатчики работают исправно. Сброс настроек до заводских при желании. Мы можем, оказывается, поменять на светлую тему, на вот желтую, зеленую. Кстати, очень удобно. Заходим в инструменты. Здесь у нас ручное перемещение по осям X, Y, Z и экструдер. Перемещаем по оси X на 10 мм вправо. Очень тихо работает перемещение, вообще не слышно. Влево тоже перемещается, все супер. По оси Y перемещаем вперед и назад. По оси Z поднимаем вверх. Кстати, очень шустро перемещается. И опускаем вниз. Прекрасно. Хочу отметить, что при перемещении сразу заработал вентилятор обдува материнской платы, именно драйверов, и его звук достаточно хорошо слышен. Возвращаемся назад в меню, разогреть, и можем поставить разогрев нашего хот-энда 210 градусов, например. При этом очень быстро греется хот-энд, буквально за считанные минуты. Значит, установлен более мощный нагреватель, где-то на 50 Вт. Температура достигнута, возвращаемся назад и нажимаем ручное перемещение. И запускаем перемещение экструдера. Перед тем, как нажать автовыравнивание, рекомендую сначала вывести в Home. В первой закладке нам нужно нажать на домик, но перед этим нужно убедиться, что датчик TR-сенсора у нас работает. И он сработает еще до того, как сопло упрется в ультрабазу. Поэтому вручную прокручиваем Т8 винт. Опускаем нашу голову до тех пор, пока не сработает TR-сенсор. И вот обратите внимание, загорелся красным. TR-сенсор сработал, при этом сопло у нас не коснулось ультрабазы. Значит, мы смело можем нажать Home. Слышим характерный звук, отбивается по концевикам. Теперь можно нажать функцию выравнивания. Нажимаем выравнивание и нажимаем авто. Сейчас принтер у нас строит сетку координат по ультрабазе. Тем самым определяя, где у нас есть ямы, где у нас есть бугры. И все это мы можем увидеть на экране. Здесь у нас минус 1 мм, здесь минус 0,47, 0,8. То есть наша ультрабаза сейчас не настроена. То есть наш стол у нас криво стоит. Выходим из меню выравнивания. Заходим в вентиляторы и отключаем вентилятор нашей материнской платы. Сразу стало намного тише. Но он автоматически все равно включается. То есть наша задача будет просто заменить этот вентилятор на менее шумный, потому что шумит он больше всего в этой системе. То есть данный принтер на самом-то деле очень тихий, только вот этот вот один вентилятор 40×10 создает такой вот просто дикий гул. Перед тем, как запустить выравнивание стола по точкам, желательно сначала откалибровать стол механически. Итак, что нам для этого понадобится? Вот такой вот обычный лист бумаги. Толщина его не имеет никакого значения, ведь вместо концевика у нас установлен TR-сенсор, который отбивается именно от этой поверхности. Поэтому берем лист бумаги, кладем на нашу рабочую область, подводим голову в передний левый угол и позади принтера, прокручивая Т8 винт,
опускаем голову до тех пор, пока сопло не коснется этой бумаги. И бумага не будет в притирочку между соплом и ультрабазой. После этого перемещаем голову в соседнюю сторону, также подкручивая барашек. Находим самую оптимальную позицию, когда бумага у нас немножечко двигается с притиркой. Важно помнить, что приподнимая вот этот угол, противоположный угол всегда будет немножечко опускаться. Поэтому процедуру калибровки нужно повторить несколько раз. Предварительную калибровку мы закончили. Теперь остается уже откалибровать окончательно. Заходим в меню «Инструменты», выбираем «Разогреть» и температуру стола разогреваем до 60 градусов. А пока греется стол, расскажу о том, как пользоваться ультрабазой. Если вам нужно ее почистить, не пользуйтесь никакими спиртовыми растворами, потому что в большинстве случаев в спиртах находятся определенные примеси, которые в итоге могут повредить работу вашей ультрабазы. Поэтому берем обычную салфетку, моем мылом ультрабазу, смываем обычной водой и вытираем насухо обычной салфеткой. И ультрабаза после этого будет работать так, как надо. Вот такой вот огромный стол 300 на 300 нагрелся до 60 градусов за 2,5 минуты. Это хороший показатель. Как я говорил ранее, между столом и соплом у нас сейчас есть зазор в районе 3 мм. Его нужно компенсировать. Для этого будем использовать функцию компенсации, то есть Z-offset. При нажатии на эту кнопку у нас происходит отбивание по концевикам, выходит в Home принтер и, как видите, выводит наше сопло именно в центр стола. Так как мы сейчас будем печатать пластиком пэтч, то зазор между столом и соплом нужно поставить где-то 0,15-0,16. Берем лист бумаги, ставим между ультрабазой и соплом. На панели TFT экрана выбираем градацию перемещения и видим, как перемещается у нас голова вниз. То есть мы компенсируем этот зазор. После этого обязательно нужно нажать галочку, чтобы сохранить данные. Теперь можно нажать смело функцию выравнивания, ручное. И он будет перемещаться в эти 5 точек. Берем наш лист бумаги, проставляем между столом и соплом и барашком калибруем. Нажимаем вторую точку. И в отличие от других прошивок, мне нравится, что здесь есть 5-я точка по центру. Возвращаемся назад. Проверяем разогрев стола. У нас стол, как и был, так и есть 60 градусов. Дело в том, что ультрабаза это стекло. При нагреве оно начинает деформироваться и самовыравниваться. Вот почему нужно калибровать именно на горячую. Возвращаемся назад. Нажимаем выравнивание и выбираем авто. И сейчас у нас принтер будет создавать сетку координат. Единственным минусом такой системы координат является то, что нет возможности задать каждую точку отдельно, чтобы вручную барашком выставить нужный размер относительно этой сетки координат. Поэтому для удобства я использую вот такой вот часовой индикатор с магнитной стойкой. Всем рекомендую, действительно очень классная вещь, тем более, что у нас металлический корпус и есть за что его прикрепить. Устанавливаем на корпус нашей головы, вручную аккуратненько опускаем и выставляем 0. После этого перемещаем вперед и в правый боковой угол. Перемещаемся в соседний угол. Дальше движемся. Видим, что есть определенные отклонения. Барашком подкручиваем до 0. Видим, что этот угол у нас приподнят, поэтому его тоже подводим к 0. Итак, проверяем калибровку. Перемещаем. Здесь по нулям. Здесь тоже по нулям. И здесь тоже по нулям. И давайте переместим в центр. А вот в центре у нас есть небольшой бугор. Нажимая на центр, стрелка у нас опускается. Но это не страшно, потому что отклонение не больше десятки. Так как высота слоя у нас 0,2 мм, то это все компенсируется. Теперь стол у нас полностью откалиброван, настроен, все зазоры выставлены, и мы можем смело запустить на тестовую печать.
Итак, уважаемые зрители, мы закончили тестирование нашего 3D принтера Tronxy XY3 Pro. Начиная от композитного ПЛА монофиламента, также самого популярного PG пластика от Plexivile и заканчивая ультрагибким пластиком от завода FD Plast. Давайте более подробно изучим каждый образец. Два калибровочных куба были распечатаны композитным пластиком, в котором присутствуют частички никеля и меди, так называемый ПЛА-пластик черное золото. Отличается от ПЛА от обычных тем, что за счет этих крапинок не особо видны недостатки при печати. Но в нашем случае я покажу вам еще и однотонные кубики, чтобы вы могли сравнить. Конечно же, на такой поверхности сложно определить проблемы. Но в целом видим, что геометрия получилась в норме. При этом углы особо не выпирают, да и по размерам откалиброван почти идеально. Еще вот такая вот подставочка была тоже распечатана из композитного пластика. Здесь примеси никеля, называется белый мрамор. Смотрится, конечно, симпатично. А это уже кубики из PG пластика от Plexivile. Они у нас идут однотонные, и на них видны все абсолютно недостатки. Но обратите внимание на гладкость поверхности. Есть, конечно, небольшие проблемы с температурой. Это очень хорошо заметно в области икса. И неудивительно, ведь с завода стоит более слабый вентилятор 40×10. Поэтому инженерам из Tronxy я рекомендую заменить на вентилятор 40×20. Он как минимум в 3 раза мощнее и более эффективен будет для этих задач. А вот и кораблики Бенчи. Они тоже были распечатаны из PG пластика. Здесь у нас откаты отработали превосходно. Все окружности на рубке и сверху полностью в норме. С нависающими также хорошо справился Direct. Но это, друзья, печать в режиме вазы пластиком PG от Plex. Качество печати мне очень понравилось. Здесь у нас нет никаких недостатков. При этом самое интересное, что печаталась эта ваза на скорости 40 мм фактической. То есть 80/40. И самое удивительное, что при такой тонкой стенке обдув справился. Но это не значит, что его не стоит менять на более мощный. А это тестирование пластика FD Plast вы уже видели ранее. Эта лента была распечатана с оплом 0,4, высота слоя 0,2. То есть толщина ее 0,6 мм. И посмотрите. Ничем не отличается от обычного экспандера, который используется в гимнастике. Просто уникальный материал. При этом были распечатаны еще и образцы и протестированы на механические свойства. А это уже печать калибровочного кубика и кораблика Бенчи в масштабе 70%. Хочу отметить, что это достаточно сложный тест для многих принтеров. Ведь подающие механизмы не все могут справиться с таким вот мягким филаментом. Вот, к примеру, детская игрушка. Несмотря на то, что это заводская сборка, Direct Extruder справился просто великолепно. Все слои аккуратненькие, нигде нет никаких дефектов. Ну, честно говоря, просто супер. Итак, уважаемые друзья, давайте подведем итог. Качество печати этого принтера очень даже достойно. Радует то, что компания Tronxy наконец-то прислушалась к своему потребителю и внесла все необходимые модернизации и улучшения, которые мы сделали по сути на Tronxy XY2 Pro своими руками. Во-первых, поставили две оси Z, которые обеспечили максимальную стабильность портала, то есть избавились от перекосов. Также наконец-то избавились от болдинг-системы и поставили Direct Extruder. Для такой вот кинематики это однозначно самое верное решение. Внешний вид, дизайн этого принтера смотрится намного интереснее, чем на более ранние модели. За исключением, конечно, прямоугольного корпуса Hotenda, который явно выбивается из общего дизайна. Поэтому хотелось бы, чтобы Tronxy тоже обратил на это внимание и убрал этот тяжелейший металлический корпус, вместо него поставили пластиковый, обтекаемый, красивый, чтобы все друг друга дополняло. Металлическая роликовая система мне очень понравилась в работе, она избавила нас полностью от любых люфтов. Все очень жестко, монолитно, реально классно. Что же касается шлейфов, то здесь вопрос, конечно, спорный. Посмотрим, как он покажет себя в дальнейшем. Еще одну маленькую доработку, которую я тоже рекомендую сделать, это небольшой натяжитель ремня в виде обычной пластины со шкивом, прикрученной Т-образной гайкой, полностью решает эту проблему. Модернизация простейшая, но очень важная. Также, друзья, не могу не отметить о прошивке этого принтера. В данном случае у нас стоит заводская прошивка, в которой нет возможности изменить главные параметры, такие как ускорение, джерки, калибровки экструдеров, калибровки PID и так далее. Поэтому я связался с компанией Tronxy, они дали мне оперативно своего разработчика этой прошивки, с которым я долго общался и подобрал вместе с ним правильные параметры для печати. При этом в ближайшие несколько недель этот разработчик добавит в прошивку возможность изменять основные параметры, такие как ускорение, джерки, калибровки и так далее, все через меню принтера. И это, друзья, очень хорошо, что компания Tronxy отреагировала на мою жесткую критику в их сторону, внесли необходимые изменения и готовы
в дальнейшем улучшать свою продукцию, исходя из критики потребителя. В целом могу сказать, что принтер получился очень даже удачным, за исключением небольших доработок, которые финансово не особо затратны, и это самое важное. Ссылочку на этот девайс, а также на Tronxy XY2 Pro скину под видео в описании. Не забудьте подписаться и поделиться своим мнением в комментариях. С вами был Макс, до новых встреч, пока-пока.